Если вкратце, то это единственная манга, после которой мне снились психоделические кошмары. Однозначно рекомендую. Стоит почитать. Да. Очень тяжелая манга в моральном плане, но очень хорошая. Все в этой манге криповые. Мне нравится. Беру слова назад. Криповая мягко сказано. Это грёбаный хоррор. Час ночи. Потихоньку начинает казаться, что это я с ума сошла. Странная манга. Мне кажется, было бы интереснее читать, если бы я хотя бы чуть-чуть шарила за психологию. Может мне кто вкратце рассказать за движ в этой манге? Спойлеры, конечно. Мне тоже желательно. Пните. И меня пните. Друзья, да без проблем. 13-летний мальчик по имени Сейтио Сабе приятно проводит время со своей семьей в чудесный солнечный день. Сегодня он путешествует в горах вместе с мамой, дедушкой, бабушкой, дядей, тетей и двоюродным братом Шигеру. В момент подъема Шигеру толкает Осабе с тропы, чтобы его схватила мама, которую зовут Сейко, в самый последний момент. Из-за такой паники от мамы, которая хватается за своего сына, все родственники начинают хохотать. Им смешно от ее чрезмерной опеки. Спустя какое-то время Шигеру и Осабе отрываются от группы и решают исследовать лес. Они находят полянку, возвышающуюся над огромным оврагом. Из леса появляется Сейко и предупреждает ребят отойти от него подальше. Но Шигеру, как и подобает непослушному ребенку, игнорирует ее предупреждение, раскачиваясь над огромной пропастью. А после оступается. В самый последний момент перед падением Сейко успевает схватить его, крепко прижав племянника к своей груди. На полянке замирает странная неловкая тишина. Шигеру, отталкивая тетю, смотрит прямо ей в глаза, а на его лице еле заметно начинает отражаться ужас. После он произносит лишь одно слово. «Тетушка?» Осабе парализован. Он смотрит, как его брат летит в пропасть. Медленно переводя взгляд на поворачивающуюся к нему мать, он видит ее улыбку. Только что вы прослушали короткий отрывок манги «Кровавый след» за авторством Асими Сюдза. Такого сокращенного пересказа достаточно, чтобы и рассказать суть сюжета, и заинтриговать на прочтение, и даже на то, чтобы было полное понимание, о чем пойдет речь в дальнейшем. В «Кровавом следе» поистине страшное повествование. Оно пугает изнутри и заставляет рожать в твоей голове мысли о том, что мир не такой уж и безобидный. Мы понимаем, что Осабе теперь придется через силу жить с тем, что натворила его мать, находясь в постоянном страхе того, чего она еще может натворить. Возможно, тебе показалось, что в этом мини-рассказе нет ничего необычного. В нем нет ничего страшного и ужасного. Просто мамка скинула своего племянника с обрыва. С кем не бывает. И вообще ты хочешь уже выключить видео из-за того, что тут нет никаких мутантов, монстров и даже лолей. Ну обожди. У меня для тебя чертовски хорошая новость. Именно для таких, как ты, я и сделал это видео. Да ладно! Поэтому заготовь вкусняшки и располагайся поудобнее. Сейчас мы будем, как обычно, интеллектуально развиваться через мангу. Ты увидишь поистине ужасающих монстров. Правда, лолей тут все равно не будет. Современный зритель привык к монстрам, сидящим под кроватью, и демонам, вселяющимся в тела людей. По сути, жанр ужас уже давно приобрел определенные рамки. И по сложившейся на этом канале традиции, прежде чем затрагивать само произведение, мы обсудим те переменные, которые необходимы для более полного раскрытия сути. В данном случае жанр ужаса и значение страха. Слушай, не нравится, пошел нахер отсюда. Ужас в нашем понимании относительно недавно приобрел своеобразную форму развлечения, в которой не нужно обладать огромным бюджетом или особо выдающимся умом. Проще говоря, создать фильм ужасов или написать страшный рассказ на сегодняшний день несложно. Да-да-да, малолетние скептики могут сравнять мой довод с землей, захлебываясь подростковыми соплями и утверждая, что хороших ужасов 1 на миллиард и так далее. Но отрицать то, что жанр ужаса является одним из самых низкоуровневых жанров по производству, нельзя. Потому что это факт. Можете глянуть на количество трэшовых хоррор-фильмов, снятых за копейки.
Нет. Про количество короткометражек на ютубе я вообще промолчу. Да что уж там, хоррор, являясь частью развлекательного медиа, уже давно перебрался и в музыку, и даже в порно. Но не будем отвлекаться от сути. Давайте лучше зададимся одним весьма интересным вопросом. А не кажется ли вам странным то, что многие люди осознанно хотят смотреть хоррор-фильмы, читать страшные рассказы и вообще испытывать это самое чувство страха? И это все при том, что сама концептуальная идея ужаса должна заставлять людей, наоборот, держаться от него подальше. Ведь это то чувство, которое мы не должны хотеть испытывать каждой частичкой своего тела. Давай окунемся в эволюцию. Итак, отмотаем время на несколько сотен столетий назад, к таким штукам, которые позволили человечеству развиться, к первобытным инстинктам. На самом деле их всего лишь два. Даю вам 10 секунд на размышление. Если ты ответишь правильно, то заслужишь звание гения с самым высоким ICQ на канале. Сиськи, становиться умнее, читать книги и развиваться, обсираться, добывать еду и одежду. Ну и кто выбрал А и С? Поздравляю, ваш уровень интеллекта не просто высок, он безграничен, потому что вы чертовски правы. Вожделение и страх – это два главных инстинкта. И если вожделение выполняет задачу подталкивать нас к размножению, то вот страх работает чуточку иначе. Страх выполняет охранную функцию. Без этого инстинкта мы бы никогда не смогли убежать от хищников и не придумали бы способы для банального выживания. Да, раньше жизнь была чуточку сложнее, чем свайпать пальцем ТикТок. Проще говоря, страх – это часть человеческого существования. Ну а ужас в этом случае является что-то вроде неотъемлемой DLC. Со столетиями все менялось, человечество улучшало свой уровень жизни, и теперь же, в наши дни, большинству людей даже не придется проходить через те суровые испытания, которые были у наших предков. Немногие вообще смогут себе представить, что такое боязнь быть сожранным свирепым медведем или каким-нибудь бешеным зайцем. What in the fuck? Whoa! What the fuck are you doing? Но отсутствие страха в повседневной жизни не говорит о том, что мы совсем утратили эту архаичную часть нашего существования. И сюда приходит то самое неотъемлемое DLC ужаса, при помощи которого мы все еще способны ощутить тот допотопный страх смерти, помогая нам изучать самих себя и открывать в нашей жизни что-то новое. Понятно. Логично. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как ужас работает через образы. Ужас способен оказывать колоссальное воздействие через неподвижные образы. Рассмотрим средневековые морские карты. На них можно заметить изображения ужасающих морских чудовищ, которые теоретически способны находиться в холодных глубинах океана. После проведения мной профессионального детального анализа я пришел к тому, что на самом деле этих монстров в реальности не существует. Но причина, по которой они были придуманы и специально нанесены на карты, проста: напугать моряков, чтобы они держались от этих мест подальше. Рассмотрим еще один более очевидный пример. Это живопись. Образы, которые изображались на картинах 15-16 века. Иероним Босх, или Иероним. Надеюсь, он Иероним. Очень детально изображал представление ада. Картины поистине шедевральны. Просто представь, что ты являешься обычным таким средневековым крестьянином, который проводит свое время в поле. Ты копаешь картошку и впахиваешь на своих пасеках каждый день, отгоняя набеги кротов и тех самых бешеных зайцев, которые могут тебя сожрать. Ты никогда и не видел ничего такого, что не являлось бы частью окружающего тебя мира. И после этого вообрази себе тот ужас, который можешь испытать при просмотре данных картин. Насколько более пугающим и реальным станет для тебя существование ужасающей загробной жизни в этот момент. Схожий эффект на людей оказали публикации весьма пугающих картин к рассказам и историям на обложках журналов или книг в середине 50-х годов прошлого века. Но если ты хочешь испытать эффект от еще более ужасающих изображений, которые до сих пор пугают до усрачки и процветают даже в наши дни, просто полистай страницы японской манги. Я давно хотел выразить, в чем именно заключается мое восхищение мангой, и вот прекрасный момент настал. Пока Америка 50-х писалась кипятком от страшных картинок художников, в Японии наводили ужас местные комиксы. Например, «Китару с кладбища», в
в котором хорошо показаны существа японского фольклора. И, конечно, к такому жанру начали подключаться такие авторы японских ужасов, как Кадзуо Умейдзу со своими удивительными работами, Ивааки Хитоси, или Минитаро Мочизуки и так далее. У каждого из них было свое авторское видение ужаса, и это именно то, что мне больше всего нравится в манге – ее ужасы. Я думаю, что ужасы в манге получаются лучше всего, так как в ней можно узреть детальную проработку персонажей, в которых мы, как читатели, можем увидеть не просто шаблонного героя, а в первую очередь личность. И то, как эта личность начинает взаимодействовать с миром, который ей создал автор. Жирным плюсом к атмосфере добавляется то, что мангу обычно продюсирует только один человек, что позволяет ему полностью углубиться в свое представление страха и безысходности. А уже мы наблюдаем за всем этим сумасшествием через статичные картинки, дорисовывая собственным воображением какие-то детали, начиная от воображения каких-то действий между фреймами и заканчивая тем, что создаем себе эмоциональный фон, который в данной главе переживают герои истории. Затронем более позднего автора – Дзюнзи Ито, прирожденный мастер искажений реально существующих образов в нечто ужасное. Его манипулятивные игры с человеческими телами пугают не только визуалом, но и представлением такого невообразимого ужаса в реальной жизни. Как будто ты сам начинаешь деформироваться при просмотре его рисунков, меняясь в нечто такое же искривленное. Нет смысла бороться с тем фактом, что эти картинки вызовут у каждого человека на Земле весьма специфическое ощущение страха. И для чудесного сравнения можно упомянуть Коджи Мацумото, который в своих работах пытается играть на ощущении от встречи с невообразимыми ужаснейшими существами. Я надеюсь, у вас не случился передоз от огромного количества японских мэтров ужаса. Эти дяди определенно шарят за разные стороны ужаса в визуальном плане. И каждый из авторов способен надавить на абсолютно разные оттенки ужаса. И теперь перейдем к самому ключевому вопросу всей этой вступительной части ролика. Что же за оттенок ужаса использует кровавый след? Ответ – погружение в глубину человеческих эмоций. Автор Асими Сюдза большинство своих работ создает вокруг эмоционально нестабильных и уязвимых людей. Одна из его работ «Я теперь Мари» отлично это показывает. По сути, это обычная история, где выпускник колледжа просыпается утром в теле одной старшеклассницы, на которую он втихаря постоянно залипал. И несмотря на всю романтичность клишированной задумки, Асими показывает историю совершенно с другой стороны, через ужас потери себя в другом человеке, прописывая каждого персонажа, который проходит через тревогу и пугающие изменения на пути истории. Тот же схожий прием он применяет и в манге «Счастье», и в «Цветах зла». Во всех этих работах Асими умудряется вывернуть личность персонажей наизнанку, показывая нам их потаенные версии. И это действительно интересный прием. Все переживания персонажей с такой легкостью передаются через рисунок и действия, что читатель начинает пропускать через себя все то, что происходит с героями. Например, представьте себя в роли маленького ребенка. Ты гуляешь вместе с мамой в парке. Вроде бы все просто, да? А теперь представь, что твои ножки настолько коротенькие, что ты просто не успеваешь за быстро идущей мамой. А она вдобавок начинает кричать тебе: «Ну где ты там? Давай быстрее!» Она уходит все дальше и дальше, а ты пытаешься кричать ей вслед: «Постой, мама!» И вот она исчезает за горизонт, и ты в попытках докричаться до нее видишь вот это. Асими прекрасно играет с нашим воображением, погружая читателя в глубинные подсознательные страхи. Ведь каждый хоть раз в детстве испытывал страх потерянности, когда, например, в магазине ты потерял родителей из виду, а после на следующей странице нас ждет это лицо, которое смотрит прямо на тебя. Не на маленького ребенка, а на тебя. Это та тонкая струна, связывающая весь этот эмоциональный спектр. Именно она и заставляет ощущать холодок по всему телу. Достигается это ощущение гениальным навыком Асими как художника. Через свой рисунок он здорово передает напряженность. Вот, например, представьте себе какую-нибудь железную дорогу, колючую проволоку, каменные заборы, мусор с огромными заросшими кустами. В общем, своеобразный пугающий антураж. В нем не хватает маньяка-убийцы.
Вот только наличие маньяка лишь чуточку добавит криповатости этому окружению, но никак не будет его основоположником. Так вот, Асими способен изображать эту самую криповатость без использования каких-то фундаментально пугающих нас образов. То есть обычный дом и улица на его страницах уже будут рождать в нашем сознании мысль, что что-то на этом рисунке определенно находится не на своем месте. Но вот что? Неясно. А когда эти картинки объединяются в историю, то создается именно та пугающая нас атмосфера. Причем в такой подаче даже не нужно использовать тонны текста. До читателя все доходит через образы. Подумал, это все? Нет, еще есть кое-что. Наше лицо — это самая экспрессивная часть тела. В научной сфере выделяются 7 основных выражений лица, которые мы постоянно используем с рождения и до самой смерти. Мы биологические роботы, в которых заложена программа воспроизводить эмоции через лицевые мускулы. Через лицо мы можем понять не только, что мы сейчас чувствуем, но и вообще, кто мы. Меланхолик, холерик, Петросян и так далее. И тут Асими просто нет равных. Он настоящий мастер в рисовании лиц и эмоций. Думаю, вы в этом уже убедились. Но лица мы затронем чуточку позже. Сначала давай вернемся к сюжету, а точнее к тому, что произошло после того, как Шигеру шлепнулся вниз. Осабе, напуганная и переживающая за то, что совершила его мать, видит ее чувство вины. И вдобавок оказывается, что Шигеру выжил, но попал в кому. И с этого момента начинается самое интересное. Правда начинает вылезать наружу. Какая правда, спросишь ты? Самая очевидная, ведь Сейко выдумала фейковую историю о том, что Шигеру самостоятельно оступился и она не успела его схватить. А Осабе всячески прикрывал мать, говоря всем, что ее версия правда. Шигеру выходит из комы, но ничего не помнит. Почти ничего. Тетушка решает подвезти Осабе из школы домой и задает самый пугающий вопрос. Что же на самом деле произошло у обрыва? В этой тишине уже всем становится не по себе. Тетушка постепенно складывает все кусочки пазла. В машине наедине вместе с тетей страх подползает все ближе к Осабе. Он все так же повторяет, что его мама говорит правду, и в этот момент замечает, что тетя уже все поняла. Она поняла, что жена ее брата пыталась убить ее сына, что Осабе ей врет, и все совершенно не так. Осознание этого в мозгу ребенка по-настоящему пугает. В этой ситуации отлично передается тревожная атмосфера кровавого следа. В следующем моменте Осабе возвращается домой и по пути слышит какие-то странные крики с доносящегося заднего двора его дома. Высунув голову из-за угла, Осабе видит, как отец, спорящий с Сейко, давит на нее из-за того, что она не хочет посещать Шигеру в больнице. Сейко от всего этого падает на колени, и спустя несколько секунд мама начинает бормотать. И на этом странность не заканчивается. Она начинает говорить очень странным голосом, как будто разговаривает с ребенком, водить руками по воздуху, будто гладит кого-то по голове. В этот момент Осабе понимает, что его мать разговаривает с ним, когда тот еще был совсем маленьким. Он долго смотрит ей в глаза и видит лицо девушки, потерявшую иллюзию своего ребенка, которая находится в безвыходном безумии. Она не понимает, что ей делать со своей семьей, мужем и сыном. Разные слои восприятия – это еще одна деталь, за которую я хочу уцепиться. Мне уже слишком много лет, чтобы я мог хоть как-то погрузиться в подростковые переживания или испытать глубину страданий какого-нибудь подростка из-за того, насколько он никчемный лох или как ему не повезло. Да и в своем юном возрасте я всегда старался искать произведения с изначально стержневым протагонистом. Берсерк, Триган, Ганс, любой из семейки Джостеров, да даже Такседа Маск у меня не вызывал отвращения. И как вы можете понять из всего вышеописанного, Осабе не тот тип персонажа, за которым я хотел бы наблюдать. И возможно я бы бросил читать «Кровавый след» уже на 2 главе, и этого обзора никогда бы не было, если бы я не увидел настоящего ребенка. Все его поведение, повадки, переживания. Я не чувствую, что его прописывал мангака. Я чувствую настоящего живого человека. Из всех изложенных плюсов складывается непередаваемое ощущение того, что я действительно наблюдаю за самым настоящим ребенком.
У него может играть фантазия, он может надумывать себе оправдания и по-настоящему реагировать на ситуации. Все его скитания от желания рассказать правду или наоборот защитить мать лично у меня вызывают только восхищение. У меня есть возможность наблюдать за тем, как персонаж растет через сложные моральные вопросы. Причем Асиме удается так по-взрослому рассказывать историю через призму ребенка, что я сам начинаю пропускать через себя действия Осабы. А как бы я поступил в этой ситуации, будь ребенком? А что мне казалось бы более верным в той или иной ситуации? В один момент я начал ловить себя на мысли, что начинаю подозревать Осабы в том, что это он скинул Шигеру с обрыва и выдумал в своей голове защитное психологическое алиби, а мать его защищает и начинает сходить с ума. Каждая новая глава заставляла меня сомневаться в своем утвердительном мнении, которое я составил в прошлой главе. И на этих эмоциональных американских горках я катался на протяжении всех глав. Хоть история еще не закончена, даже эти 90 глав заставят вас испытать очень интересные эмоции. Можно ли сказать, что «Кровавый след» — это история о матери, которая начинает съезжать с катушек и вредит сыну? Возможно. Сейка представляется нам как самый милейший человек с добрым сердцем. То, как она смотрит, улыбается и проявляет заботу, не может никого оставить равнодушным. Каждый из нас сразу проникнется к ней доверием. А после Сейка в нашем воображении меняется, представляясь чем-то до жути пугающим. Осабе, считавший свою мать другом и защитником, наблюдает за тем, как меняется его же восприятие о человеке после того случая у оврага. А мы, наблюдая за Осабе, понимаем, что меняемся сами. И это действительно по-настоящему страшно. Вряд ли кто-то из нас когда-либо увидит перед собой огромного невообразимого монстра, который захочет нас сожрать. Но вот увидеть, как на наших глазах с одной стороны милый и безобидный близкий нам человек может перевоплощаться в нечто ужасающее, уже больше похоже на правду. Практически все дети, находящиеся в детском возрасте, инициируют своих родителей как героев, видя в них храбрых защитников, которые всегда приходят на помощь. Но когда мы вырастаем, к нам приходит осознание, что они не такие, что родители — это обычные люди. Люди, которые также способны плакать, злиться и испытывать различные эмоции, которые они скрывали от нас в детстве. И это вроде бы очевидное открытие многих пугает. Задумка «Кровавого следа» основывается на том, что даже родители способны на ужасные поступки, переворачивая восприятие детей и делаясь в их глазах монстрами. Спасибо, что досмотрел это видео до конца, я это очень ценю. Таким образом, ты помогаешь видео продвинуться в топы. Конечно, не забудь поставить лайк, если тебе понравилось, и если тебе есть что сказать, обязательно черкани свое мнение в комментариях. Я читаю абсолютно все сообщения. Также поздравляю всех, нас уже практически 2000 человек на канале. Я уже с улыбкой вспоминаю первые видео, где я упоминал, что нас было то 20, то 100 человек, и я рад, что эта традиция уже корнями врастает в канал. Думаю, каждому приятно осознавать, что он становится живым и весомым участником в этом числе. Всех бро зову в свою группу ВК. Я выкладываю туда мемосы, новости, иногда забавные сторис. Плюс ты уж точно не потеряешь новости о новом видео, если будешь туда изредка забегать. Ну и уж совсем для true братишек оставлю в описании ссылку на свой телеграм-канал, где записываю свои мысли прямиком с рабочего места. Иногда это ответы на ваши вопросы, иногда просто какие-то, на мой взгляд, забавные наблюдения. Короче, буду рад ответить каждому. Поэтому еще раз спасибо, что посмотрели до этой минуты. Обнял всех и каждого.